Здравствуйте, друзья! Вы на канале о вязании. Меня зовут Катерина. И сегодня я хочу показать вам, как вяжутся жаккарды. Но не простые, классические, а ленивые. Также я хочу пригласить вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк на это видео и написать комментарий. Я всем обязательно отвечу, если будут вопросы или какие-то другие пожелания. Суть техники вязания ленивого жаккарда заключается в том, что каждые два ряда вяжутся пряжей другого цвета, а узор получается за счет снятых в определенной последовательности и вытянутых петель предыдущего ряда, имеющих другую расцветку. Вам не нужно каждый раз чередовать пряжу разного цвета, как, например, мы это делаем в классическом жаккарде, поскольку каждые два ряда провязываются от одного клубка. И поэтому у нас не возникает проблем с запутыванием пряжи, а также со стянутыми петлями по изнаночной стороне вязания. Вот видите, вот такой вот получается узорчик. Очень легко вяжется, никаких вообще проблем. Так, и еще хочу сказать, одно из преимуществ вязания ленивых жаккардов является то, что они не оставляют протяжек из ниток на изнаночной стороне, в отличие от классического жаккарда. Кроме того, полотно в технике ленивого жаккарда получается плотным, а значит меньше подвержено изнашиванию. Поэтому чаще всего ленивым жаккардом украшают теплые изделия, такие как, например, варежки, носки, шапки, шарфы, кардиганы, свитеры, кофты для женщин, мужчин и детей. Ну и чтобы лучше понять, как происходит процесс вязания ленивого жаккарда, давайте начнем вязать небольшой образец по схеме, которую я буду добавлять к своему видео. Раппорт узора составляет 8 петель плюс 3 петли. Я набрала 19 петель без кромочных. И сейчас первый ряд я провяжу изнаночными. Это будет установочный ряд для нашего узора. За счет него мы будем делать уже снятые петли. Вот я провязала 19 петель, перевернула на лицевую сторону и сейчас буду присоединять бордовую нить для вывязывания нашего узора. Первую петлю провязываем лицевой. У нас в работе бордовый цвет. Еще бордовый, еще бордовый. Петлю сняли, лицевая, лицевая, лицевая. Мы вяжем только бордовым цветом. Желтый цвет мы вообще не трогаем. Сняли, сняли. Мы связали наш раппорт 8 петель. И теперь этот раппорт будем повторять бордовым цветом до конца ряда. Бордовый, бордовый. Сняли петельку не провязанную. Бордовый, бордовый, бордовый. Петельку сняли, вторую сняли, бордовый. И последнюю кромочную, не кромочную, а последнюю петлю тоже провязали бордовым. Вот мы связали первый ряд. Изнаночный ряд мы провязываем только те петельки, которые у нас бордовые. Мы их провязываем изнаночными петлями, а вот эти вот желтые мы их не провязываем, мы их просто снимаем не провязанными, нить впереди вязания. И дальше бордовые
петельки мы провязываем нашей ниточкой изнаночными петлями. И вот эту желтенькую мы ее просто переснимаем со спицы. И так до конца ряда. Снимаем непровязанными. Бордовые провязываем изнаночными петлями. Вот так. Провязали. Все, мы провязали второй ряд нашего раппорта и вяжем третий ряд. В работу берем теперь желтый цвет, бордовый вообще не трогаем, оставляем. У нас идет чередование цветов через каждые 2 ряда. Первую петлю провязываем желтым, вторая желтая, снимаем бордовую, снова провязываем желтым, снимаем, провязали желтым, сняли, провязали желтым, желтый, желтый, сняли, желтым, сняли, 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 провязали желтым, провязали желтым, желтая, желтая. Мы связали третий ряд. Изнаночный ряд вяжется как и второй ряд мы вязали, то есть все желтенькие петельки мы провязываем изнаночной, а вот эти вот бордовые мы теперь просто переснимаем со спицы, скажем так, с левой на правую, не провязывая. Нить у нас перед работой, а желтые петли мы провязываем. То есть мы провязываем только те петли, нить какого цвета у нас в работе. То есть у нас сейчас желтые, поэтому мы их провязываем изнаночными. Все, мы связали 4 ряда. Сейчас будет в работе 5-й ряд. У нас будет бордовый ряд. То есть теперь мы желтый оставляем и вяжем ряд только бордовым цветом. Первую петлю провязываем бордовую. Желтый сняли, бордовая, бордовая, бордовая. Желтую ниточку вообще не трогаем. Сняли желтую, бордовая, бордовая, сняли желтую, бордовая, 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 сняли желтую, бордовая, бордовая, сняли желтые 2, бордовая. Все, мы провязали ряд. Изнаночный вяжем, как я и говорила. Желтые снимаем не провязанными, нить впереди работы, провязываем только бордовые. Их провязываем изнаночными петлями до конца ряда. Все, мы провязали наш ряд, переворачиваем на лицевую сторону. И сейчас у нас в работе будет желтый цвет. Бордовый оставляем. Первую петлю мы будем провязывать лицевой петлей желтого цвета. Вот так.
желтая, желтая, сняли, желтая, 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 сняли, желтая, 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 сняли, желтая, 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 сняли, желтая, желтая, желтая. Вот, провязали ряд, переворачиваем на изнаночную сторону и провязываем все петельки изнаночными петлями, которые желтые, а которые у нас на спице бордовые, мы их просто переснимаем, не провязывая нить перед работой. Пересняли, желтые провязываем изнаночными петлями до конца ряда. Все, связали наш ряд, переворачиваем на лицевую сторону. И сейчас у нас в работе бордовый цвет. Первую петлю провязываем бордовым. Сняли желтую, бордовая, бордовая, сняли желтые, бордовая, бордовая, сняли желтые, бордовая. И вот так вот по схеме, которую я вам показываю, провязываем наши петельки. То есть на схеме обозначены белые петельки, это основной цвет, у нас он желтый, а черные квадратики это дополнительная нить, у нас она бордовая. И вот сейчас провязываем изнаночный ряд, как я вам говорила. Бордовые петельки провязываем изнаночной, а желтые просто переснимаем, не провязывая нить перед работой. Все, провязали. И дальше вяжем по схеме желтым цветом. То есть еще раз повторюсь, что основной цвет у нас желтый, в схеме он обозначен белым квадратиком. Эту петлю мы провязываем лицевой петлей. Когда в схеме стоит черный квадратик, это, в нашем случае, это бордовая нить, и мы эту петлю снимаем, не провязывая. Провязали, переворачиваем наизнанку, и все так же, как и раньше мы с вами вязали в изнаночном ряду. Желтые петельки мы провязываем, так как мы сейчас вяжем желтым цветом, а бордовые просто переснимаем с левой спицы на правую, не провязывая нить перед работой. И так нужно делать в каждом изнаночном ряду в любом ленивом жаккарде. Не обязательно вот именно как вот в этом узоре. То есть в любом жаккардовом узоре вяжется изнанка одинаково. Провязали. И теперь у нас следующий ряд. Мы его вяжем бордовый. По схеме вяжем. Там, где черный квадратик, мы его провязываем лицевой петлей. Белый квадратик, он у нас в данном случае желтый, мы его просто снимаем, эту петельку, не провязывая.
Связали. Вяжем изнаночный ряд. Ну и не буду я уже говорить, как вяжется изнаночный ряд. Уже несколько изнанок я озвучила. Давайте провяжем самостоятельно. Если будут какие-то вопросы по какому-то ряду, то есть пишите комментарии, разберем в комментариях. Я каждому отвечу, если что-то будет непонятно. Провязали. И следующий ряд мы будем вязать ниточкой желтого цвета. Все точно так же. В этом ряду мы все белые петельки в схеме провязываем желтым цветом, а все черненькие квадратики мы просто переснимаем, не провязывая. Таким образом, за счет снятых петель предыдущего ряда у нас образуется узор, и называется он ленивый жаккард. Вязать его гораздо проще, чем обычный классический. Провязали ряд и снова изнанка. Провязываем самостоятельно. Не забываем, что петельки данного цвета мы провязываем лицевыми, изнаночными, прошу прощения, а бордовые мы просто переснимаем, не провязывая. Связали. Вот. Получился вот такой вот узорчик. Интересный. Здесь мы провязали 2 раппорта в ширину и в высоту 16 рядов. Вот так вот он выглядит. И дальше в высоту можно продолжать этот узор, сколько вам нужно. Вот, я вязала из другой пряжи. Выглядит вот так. Очень красиво выглядит, когда ниточки в контрасте. Вот, видите? Очень интересный, легко вяжется. Вы сейчас сами это видели, вязали вместе со мной. Мы связали с вами вот такой вот образец ленивого жаккарда. Если вам нравится, как я снимаю для вас мастер-классы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Всем желаю творческого настроения и вдохновения. А я на этом буду заканчивать. До новых встреч. Пока-пока.